Всем привет, ребята! Вы снова на канале Houseland. Меня зовут Андрей. По роду своей деятельности я кадастровый инженер. Мне очень много приходится ездить по своему району. Ну, а мой район — это Бокситогорский район Ленинградской области. И я решил на своем канале сделать цикл роликов о достопримечательностях нашего Бокситогорского района. И вот первый ролик, такой коротенький, будет посвящен вот этому вот храму. Да? Этот храм расположен в село Самино Бокситогорского района. Значит, храм действующий. Видите, вы видите, какая красота. Значит, село Самино находится недалеко от границы с Вологодской областью. Если ехать вот по трассе Вологда-Новая Ладога, трасса А114, километров 15 не доезжая до границы Вологодской области, находится село Самино. Значит, этот храм построен как уменьшенная копия собора в Петропавловской крепости. На одном из куполов этого храма, так же как и на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, размещена фигура ангела. Ну, тут на видео, конечно, это не видно так хорошо, но если вы посетите это место, вы сможете воочию в этом убедиться. Само село Самино имеет очень интересную историю. В глубокой древности здесь проходил путь из Варяг в Арабы, то есть из Балтийского в Каспийское море. Между реками Балтийско-Ладожского и Волго-Каспийского бассейна в этих краях совсем небольшие расстояния, и по ним проходили очень удобные волоки для судов. То есть купцы волоком перетаскивали свои суда между реками, между каналами, и таким образом можно было из Балтийского моря добраться до Каспийского моря. Вот. В начале 18 века Петр Великий задумал создать вместо волоков постоянно действующую систему каналов и шлюзов, которая соединила бы Балтику через Ладожское озеро с Волгой и Каспием. Эта система получила название Тихвинской водной системы. Исследования и изыскания продолжались в течение всего 18 века и при императрицах, но реализовываться проект начал в правлении императора Павла. Реки Тихвинка, Саминка и целый ряд других рек и озер были связаны в единую водную систему, обеспечивающую проход большого количества торговых судов. Самино строили особые грузовые суда, Саминки и Тихвинки. Селение обогатело и разрасталось. До Октябрьской революции Самино было крупным и развитым, более крупным и развитым, чем сейчас. В 1910 году жителей было более полутора тысяч человек. Имелось 4 школы, больница, почта, общество взаимного кредита, потребительское общество, волостная управа. И, конечно, гордость села — знаменитая Петропавловская церковь, с которой мы начали. Петропавловская, потому что названа в честь святых Петра и Павла, небесных покровителей двух императоров. Петра I, задумавшего и начавшего проектирование, и Павла I, приступившего к строительству Тихвинской водной системы. Разрешение на строительство храма было получено местными жителями от императора Александра I, проезжавшего через Самино в 1823 году. Деньги на строительство собирали всем миром. Конечно, наибольшую лепту внесли местные купцы. Освящен храм был в 1841 году. В 1930, как водится, был закрыт. В 1937 сломали крест, скинули шпиль с ангелом и колокола. Однако уже в 1948 году, после изменения Сталиным политики в отношении православной церкви, Петропавловская церковь Самино была вновь открыта. Ангел был восстановлен в 2007 году. Вот такая вот информация. Информация вся взята, естественно, из открытых источников глобальной сети интернет. Приезжайте, смотрите, посещайте службы. Все довольно
интересно. А я на своем канале буду продолжать выкладывать новые ролики о новых достопримечательностях Бокситогорского района. Всем пока, ребята.